Hi everyone, с вами Ева Лорман и Елена Бернес. Мы продолжаем курс «Мастер наращивания ресниц» или «Мастер лэшмейкер». В этом видео мы с вами разберем коррекцию классического наращивания ресниц, когда она делается и как. Но для начала нужно вспомнить фазы роста натуральных ресниц, когда они растут, когда в покое, когда обновляются. Когда мы наращиваем ресницы, некоторые ресницы находятся в анагене, в фазе активного роста. И они могут здесь находиться, еще расти, около 2 недель. А некоторые ресницы находятся в состоянии покоя. И вот ресницы, которые в состоянии покоя, они могут выпадать с искусственными ресницами. На месте натуральных ресниц уже начинают расти новые ресницы. Поэтому некоторым людям уже просто необходимо через 2 недели коррекции, они приходят на коррекцию. И нужно будет им доставить там ресницы, где уже образовались пробелы. А чаще искусственные ресницы могут выпадать самостоятельно. И на это влияют несколько факторов, одним из которых является, правильно ли клиент ухаживал после наращивания за своими ресницами. И второе, это, возможно, клей потерял свои свойства. Давайте разберем по алгоритму, как сделать коррекцию при классическом наращивании ресниц. Первое, с чего мы начинаем, это визуальный анализ ресниц. Как только вы сделали визуальный анализ, следующее – это изолировать нужно патчем либо бандажным скотчем нижние ресницы. Это делается для того, чтобы ресницы между собой в процессе коррекции не склеились. Следующий этап – надо расчесать ресницы. Специальной щеткой для ресниц вы расчесываете по росту и смотрите, возможно, некоторые ресницы еще могут выпасть. Расчесывайте их в нужном направлении и приступайте к следующему этапу. Следующий этап, 4-й, это снять те, которые, возможно, поменяли направление. То есть это те ресницы, которые уже больше отросли. Они будут менять направление, уже будут непослушные. Их тоже можно снять и добавить другие. Как только вы уже сделали эти 4 этапа, посмотрели, подготовили ресницы, подготовили свою базу работы, можно уже натуральные ресницы будет обезжиривать. Это уже следующий этап. Обезжирить натуральные ресницы. То есть вам необходимо будет обезжирить те ресницы, которым вы будете делать коррекцию. И последний этап – это доставить ресницы там, где образовались пробелы. Так как это у нас классическое наращивание, соответственно, надо будет доставлять ресницы по одной. То есть берем ресницу искусственную и ставим на натуральную по одной. По длительности коррекция ресниц занимает меньше времени у мастеров, чем полноценное наращивание. Поэтому цена должна быть меньше. Примерно в салоне она равна половине стоимости полного наращивания. Коррекция должна производиться теми искусственными ресницами, которыми делалось полноценное наращивание до коррекции. То есть должна соответствовать и толщина, и длина, и изгиб. Поэтому вам нужно на каждого клиента завести индивидуальную карту клиента, в которой вы будете прописывать, какими вы ресницами работали.
Тогда вам будет быстрее и проще сделать коррекцию ресницам. В этом видео мы с вами рассмотрели коррекцию классического наращивания ресниц. Ваше домашнее задание – запомнить алгоритм коррекции ресниц, и ввести индивидуальные карты для каждого клиента. С вами была Елена Бернес и Лорман Академия. Желаю успехов! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и Елена Бернес. И до встречи в новых видео! Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах и бровях, депиляции, ногтях все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи, да, это верно. Бернес, подтверди. Да, непременно.